Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, мы с вами поговорим о том, что никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя класть на вашу постель, потому что, не соблюдая эти простые правила, вы можете привлечь и денежные проблемы, и беды, и неприятности, а также проблемы со здоровьем. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца и больше не допускайте таких ошибок. Вы знаете, кровать с давних времен считается уникальным местом, где человек отдыхает и набирается сил. Конечно же, кровати во все времена уделялось большое внимание. Вы знаете, что все, что нас окружает, наделено своей определенной энергетикой и вибрациями, при этом как положительными, так и отрицательными. Поэтому наши предки со всей серьезностью подходили к вещам, зная, что можно, а что нельзя класть на кровать. Если к этому относиться пренебрежительно, то не удивляйтесь тому, что в вашей жизни присутствует безденежье, болезни, мелкие крупные неприятности. Начинают по поводу и без повода возникать всевозможные проблемы, которые порой бывает очень трудно разрешить. А все потому, что люди относятся к своей кровати как к мебели, зная, а может и не зная, что кровать – это своего рода оберег, символ домашнего очага. И он отождествляет собой счастье в семье, гармонию и взаимопонимание. Итак, девочки и мальчики, какие же вещи-вампиры категорически нельзя класть на кровать, чтобы не привлечь на свои проблемы и беды? Давайте начнем с мягких игрушек. Да, вы не ослышались. Мягкие игрушки. Ну, казалось бы, что может быть в них такого плохого и страшного? Но они все без исключения обладают своей собственной энергетикой. Чтобы эти игрушки несли только положительную энергетику, за ними нужно тщательно ухаживать, периодически чистить, если есть возможность мыть под проточной водой, держать их под воздействием солнечных лучей. Но очень часто дети со своими мишками, зайками выходят куда? Гулять на улицу. И игрушка не остается в руках одного ребенка, она передается из рук в руки, часто попадая и в руки взрослых людей. И можно только догадываться, какой энергетикой данная игрушка обзаводится во время прогулки, с какой целью кто-то на улице взял ее в руки. Возможно, что уже вместе с ней порция достаточно сильного негатива попала и в ваш дом. Еще хуже, что гуляя с ребенком, вы, например, нашли плюшевого мишку. И что сделали? Подняли и принесли его в дом, не зная о том, что, возможно, его оставили специально на детской площадке. Иногда случается такое, что, чтобы улучшить свою жизнь, все неприятности, проблемы, беды переводятся на игрушки. И вот кто возьмет такую игрушку, тот и получит эти неприятности. А как вы знаете, именно дети очень любят яркие игрушки. И научите, пожалуйста, своих детей никогда, ни при каких обстоятельствах не брать чужое, даже если оно очень красивое или, как вы можете подумать, даже новое. Когда-то наши предки даже говорили, что не мы на это место положили, и не нам с этого места это и брать. Потому что с вами со временем могут происходить страшные неприятные вещи. Также никогда не кладите на свою кровать мягкие игрушки, чтобы вам потом не думать, почему у вас болит голова, бессонница или возникают какие-то проблемы на работе. Помните, пожалуйста, об этом правиле. Далее искусственные цветы в доме. Девочки и мальчики, мы неоднократно с вами говорили на эту тему, но хотим еще раз проговорить, потому что, попадая в чужой дом, эти искусственные цветы, они прямо режут глаза. Почему? Потому что искусственные цветы способны приносить вред живущим в доме, становясь тем самым причиной ссор и болезней. Также цветы не излучают энергию, они поглощают, поэтому и ощущается упадок сил у домочадцев. В доме присутствует энергетика печали,
Такие цветы нельзя держать в доме, запомните, тем более класть на кровать, так как вместо положительной энергии они займут только отрицательные, а вместе с ними появится и много нежелательных проблем. Вообще искусственным цветам, искусственному чему-то, что у вас вообще-то отождествляется с живыми, не место в вашем доме. Далее зеркало. Запомните, зеркало обладает способностью накапливать, хранить информацию. И вот вся эта информация, независимость, она положительная или негативная, она сохраняется в зеркальной памяти. И со временем зеркало дает то, что оно накопило, приумножая его, к сожалению, во много раз. Зеркало – это своего рода вампир. Через зеркало осуществляется связь и с потусторонним миром. Когда человек смотрит в зеркало, то зеркало забирает часть его энергии. И здесь большое значение имеет то, какое настроение у данного человека было в этот или иной момент. Какие были переживания, здоров ли он, так как зеркало умеет запоминать все эти состояния. Для зеркала нет такого понятия «хорошо это» или «плохо». Оно просто записывает. И чем больше времени проводите перед зеркалом, тем больше энергии оно отбирает на протяжении какого-либо определенного времени. Поэтому в спальне зеркало нужно располагать так, чтобы кровать в нем не отражалась. Запомните, иначе спать будете плохо. Могут кошмары замучить, а утром вы будете чувствовать себя неважно, разбитым, не выспавшимся. Если у вас есть проблемы в браке, то зеркало по-своему будет вмешиваться и в ваши отношения. Если у вас проблемы в отношениях, то зеркало будет впитывать в себя энергетику ссор, споров и будет способствовать тому, что вы еще больше будете отдаляться друг от друга. Поэтому лучше его вовсе не иметь в спальне. Тогда хороший отдых вам точно обеспечен, да и проблем будет намного меньше. Многие, к сожалению, по незнанию кладут зеркало на кровать. Пусть даже небольших размеров, но проблема от таких действий будет большими. Отдав негатив кровати, наполнив ее им, а вы потом ляжете в нее и все это подберете уже на себя, притянув в свою жизнь и болезни, и неудачи, конфликты, разногласия в семье, которые могут привести даже к разводу. Еще одно правило. Старайтесь, чтобы в вашей комнате, где вы спите, где вы отдыхаете, не было телевизора. Бывает очень часто так, что телевизор есть, это модно, чуть ли не в каждой комнате иметь по телевизору. Но, когда он выключен, обратите внимание, на что он похож. Он похож на черный квадрат. И это неспроста. Поэтому, когда вы не пользуетесь телевизором, обязательно прикрывайте его скатертью, например, или чем-то, например, светлым. Таким образом, ваш телевизор в вечернее, в ночное время не будет транслировать вот эти разрушающие энергии. Конечно же, вы не сразу это заметите. Запомните, все в нашей жизни имеет накопительный эффект. Понемножечку, по чуть-чуть, и в один день человек просыпается утром, и у него начинаются проблемы. Поэтому, чтобы такого не было, пожалуйста, будьте внимательны и будьте осторожны. Также не кладите никогда на кровать швейные подушечки с воткнутыми в нее иголками и булавками. Если вы собрались что-то пошить, сделайте это за столом, сидя на стуле. У иголки за счет ее острия и из-за того, что она из железа, сильное энергетическое поле. У ушка иглы создаются потоки сильных энергий, которые запускаются в беспрерывное движение, тем самым накапливаясь на кончике иглы, и именно с него направляются и поглощаются окружающими энергия, которая может быть как положительной, так и негативной. Булавки обладают аналогичной энергетической силой. Попав на кровать, они очень быстро наполнят вашу жизнь ссорами, сплетнями, конфликтами, внесут в вашу жизнь и сумятицу. Если класть эти предметы на кровать, где спят супруги, то это действие может испортить отношения даже между людьми, которые практически никогда не ссорились, не ругались, очень были дружны и любят друг друга. Между ними может возникнуть недопонимание, раздражительность, подозрительность и даже нетерпимость друг к другу.
Ножницам также не место на вашей кровати, так как этот предмет предвещает изменения в отношениях, долгие разлуки. Иголки, булавки, ножницы. Да, запомните, они хранятся в доме в определенном месте, вдали, в том числе и от чужих глаз. Все это потому, что недоброжелательный, злой, завистливый человек своим злым взглядом может наделить ваши предметы определенным негативом, который потом что передастся именно вам, притянув в вашу жизнь всевозможные неприятности. Также лекарства ни в коем случае не стоит держать даже рядом с кроватью, не то что на ней. Их стоит держать подальше от нее и не нарушать это правило, чтобы потом вам не пришлось сильно жалеть, так как лекарства несут в себе энергию болезни. Если они находятся рядом, вам, к сожалению, будет трудно выздороветь. А если на такую постель уляжется еще и здоровый человек, то он непременно заболеет. Вообще, лекарства должны быть у вас в определенном коробке, в определенном ящике, также желательно закрыты под ключом, чтобы никто не имел доступа, например, только у вас. Это имеет очень важное значение, потому что лекарства, осознанно или неосознанно, они несут энергию болезни. Да, мы, выпивая определенные лекарства, принимая их, мы лечимся, но вы должны понимать и то, что они со своей стороны несут вот эту энергетику, поэтому подумайте 10 раз. Далее, одежда. Запомните, одежда – это своеобразный берег, который защищает человека, собирает на себя любое негативное воздействие, так как в обыденной жизни вы бываете в разных местах с хорошей или с плохой аурой. Вы встречаетесь с разными людьми. Это могут быть не только добрые люди с положительной энергетикой, но и завистливые, недоброжелательные люди, злые люди, которые, глядя просто на вас, они позавидовали, например, вашей красивой одежде, вашему внешнему виду. И вы ни с того ни с сего начинаете попадать в какие-то неприятные ситуации, будь то в транспорте, в магазине, на работе. И все эти негативные энергии впитала одежда. А придя домой, раздеваясь и переодеваясь, вы кладете одежду, в которой пришли с улицы на кровать. И вот это категорически нельзя делать. Если это вошло у вас в привычку и повторяется из раза в раз, то потом, пожалуйста, не удивляйтесь тому, что у вас начнутся проблемы во всех сферах вашей жизни. Будут и недопонимание как со стороны начальства, со стороны коллег, так и даже среди родных людей. Могут наметиться ухудшения и в финансовых вопросах. К тому же начнут одолевать бессонница, головные боли, появится нервозность. Поэтому избегайте, пожалуйста, такого отношения к своей кровати, где вы спите и отдыхаете, дабы ваша одежда не оказывала негативного влияния на кровать, а затем во время сна уже и на вас. Купив обновку и принеся домой, не стоит ее класть на кровать. Есть даже одна интересная народная примета, которая говорит нам о том, что это может оказать негативное влияние на здоровье человека и принести неприятности, начиная от незначительных до довольно-таки крупных. Это объясняется тем, что кто-то примерял до вас обновку и не купил ее, но он оставил на ней свою энергетику. Опять же возникает вопрос, какую? Поэтому не стоит рисковать, не кладите новую вещь на кровать. К тому же часто, упаковывая вещь, применяются булавки. Одна из них может при распаковке потеряться, где-то застрять в постели и, что немаловажно, причинить вам вред как физический, так и энергетический. И может быть и такое, что тот, кто ее в данную вещь при упаковке воткнул, имел в своей жизни какие-то проблемы в этот момент, переживания, и что вы все себе заберете. Также не стоит класть на кровати головные уборы. На них аналогично, как и на одежде, может осесть негативная энергия, которую вы принесли с улицы, с работы, с транспорта. Особенно это касается шерстяных и меховых изделий. Они очень хорошо способны впитывать негатив. Лежа на кровати, они будут ее подпитывать этим всем, а вы подберете его на себя. Когда будете спать, а это же что будет, друзья? Это будет разрушать ваше энергетическое поле,
сделает вас подвластными любому злу извне. А если зависит человек потрогает ваш головной убор, а вы его разместите на спальном месте, то во время сна он сможет отобрать у вас все то, чему он завидует, отдав вам взамен вот ту пустоту, которая его тревожит и не дает ему спокойно жить. Далее, друзья, сейчас очень многие берут с собой в кровать что? Телефоны, ноутбуки, планшеты. И они подолгу находятся на кровати. Человек не задумывается над тем, что это очень сильные носители различных энергий, так как в них содержится не только недоброжелательная информация, а и негативная, порой страшная и разрушительная. Энергии этих вещей способны внести в жизнь человека разрушительные изменения, безвозвратные. Могут быть психические расстройства, проблемы с суставами, сильные головные боли, страхи, апатия, затяжная депрессия, и избавиться от этого будет совсем непросто. Запрещается класть на кровати подушку, подарки от людей, которые ушли из жизни. Для них должно быть у вас отведено определенное место. Если в семье случилось несчастье, кто-то погиб, то фотографиям, подаркам, ценным вещам этого человека тоже не место на кровати. Эти вещи несут в себе энергетику потерь, печали, слез. Если не придерживаться данных советов, то можно притянуть в свою жизнь серьезные проблемы со здоровьем и перекрыть доступ к светлым энергиям, и они перестанут к вам поступать, а ваше энергетическое поле, соответственно, ослабнет, а это ничего хорошего уже не принесет и ни к чему хорошему не приведет. Поэтому, девочки и мальчики, прислушайтесь к нашим советам и к нашим рекомендациям. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами же буквально в следующем видео.